Осенью 2016 года Лоуренс Ларри Рудольф, который владеет стоматологическим кабинетом Three Rivers Dental в Гринсбурге, штат Пенсильвания, и его жена, 56-летняя Бьянка, отправились в Замбию, чтобы поохотиться на леопарда. Ларри и Бьянка Рудольф не были новичками в ружьях и охоте на крупную дичь. Во время своего 34-летнего брака пара охотилась на животных по всему миру. В отдаленном сафари-лагере в национальном парке Кафуэ в Замбии, где Бьянка надеялась поймать леопарда, после трехнедельного сафари пара готовилась покинуть свой охотничий лагерь утром 11 октября 2016 года, когда Бьянка получила смертельное ранение в грудь из дробовика 12-го калибра. Лоуренс Рудольф рассказал полиции Замбии, что услышал выстрел, когда принимал душ, и что нашел свою жену на полу спальни, истекающей кровью. Он подозревал, что дробовик был оставлен заряженным с охоты накануне, и что ружье выстрелило, когда Бьянка попыталась упаковать его в футляр. Власти Замбии признали ее смерть несчастным случаем. Через несколько дней после смерти жены он кремировал ее тело, утверждая, что доставка тела обратно в США слишком дорога, хотя Ларри был коллекционером трофеев крупной дичи с большим опытом транспортировки тел за границу и не раз перевозил тела крупных животных по всему миру. На похоронах Бьянки Рудольф 22 октября семья и друзья были удивлены тем, что не было католической мессы или большого скопления людей. Когда Ларри спросили, как умерла его жена, он говорил случайный выстрел из огнестрельного оружия. Также после он получил страховые выплаты в размере $5 миллионов. Федеральные власти впервые вмешались в дело после того, как 27 октября 2016 года подруга Бьянки сообщила властям, что она хочет, чтобы ФБР расследовала смерть ее подруги, потому что она подозревает, что Лоуренс изменял своей жене и виновен в ее смерти. Женщина утверждала, что девушка Ларри, Лори Миллеран, поставила ему ультиматум уйти от Бьянки Рудольф и продать свой стоматологический кабинет. Лори Миллеран подстрекала Лоуренса Рудольфа убить свою жену ради нее. Она посоветовала ему развестись с Бьянкой Рудольф. Когда он сказал, что не может себе этого позволить, Миллеран помогла Рудольфу раздобыть пропофол, смертельный анестетик, который можно было использовать в качестве яда, прежде чем он отправился в путешествие, где он сделал то, что она хотела – избавился от Бьянки. Миллеран также получала денежные выплаты от Ларри в годы, предшествовавшие смерти Бьянки, и получила кредитную карту после смерти жены Рудольфа. Подруга Бьянки также утверждала, что кремация была против воли Бьянки, потому что она была строгой католичкой, которая однажды выразила неодобрение тому, что муж подруги был кремирован. По этой же причине Бьянка Рудольф не могла развестись с мужем, а Лоуренс Рудольф не разводился с Бьянкой, потому что не хотел потерять свои деньги. Глава консульства в посольстве США в Замбии сообщил ФБР, что Лоуренс спросил его о кремации тела жены вскоре после ее смерти. Он заявил, что у него было плохое предчувствие по поводу ситуации, которая развивалась слишком быстро. В результате он отправился в похоронное бюро вместе с двумя другими сотрудниками посольства, чтобы сфотографировать тело и сохранить любые потенциальные доказательства. Лоуренс Рудольф был в ярости, когда обнаружил, что глава консульства пошел посмотреть на тело Бьянки и сфотографировал его. В заявлении, поданном адвокатами Рудольфа, они написали, что Бьянка действительно хотела, чтобы ее кремировали. Вера в то, что доктор Рудольф кремировал останки своей жены, чтобы уничтожить улики, оказалась сложной, поскольку ее завещание прямо предписывало кремацию, говорится в заявлении. Кроме того, утверждение правительства о том, что доктор Рудольф планировал избежать тщательного изучения и сохранить контроль над доказательствами, является категорически ложным. Замбийские следователи, которые признали смерть несчастным случаем, утверждали, что доктор Рудольф не делал ничего, чтобы ненадлежащим образом повлиять на расследование или воспрепятствовать правосудию. Власти заявили, что Бьянка не могла застрелиться из такого дробовика из-за его длинного ствола. Судмедэксперт из Колорадо высказал мнение, что было бы физически невозможно случайно выстрелить из этого дробовика в футляре для переноски и получить входной дефект, отмеченный на теле госпожи Рудольф. Кроме того, мисс Рудольф было бы чрезвычайно трудно, если не невозможно, дотянуться до спускового крючка этого оружия, даже если бы оно было помещено в футляр с дулом, прижатым к ее груди. После 5-летнего расследования Ларри Рудольф был арестован в конце 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в Колорадо, где базируется одна из страховых компаний, сделавших страховые выплаты в $5 миллионов.
67-летний дантист и охотник на крупную дичь Лоуренс Рудольф был обвинен в убийстве своей жены Бьянки Финизио Рудольф во время охоты в Замбии в 2016 году и в мошенничестве, чтобы получить миллионы долларов в виде страховых выплат по страхованию жизни. Это возмутительное обвинение против доктора Ларри Рудольфа, человека, который любил свою жену, с которой прожил 34 года и не убивал ее, сказал адвокат Лоуренса Дэвид Оскар Маркус. Еще в 2016 году его жена попала в страшный несчастный случай во время охоты в Замбии. Следователи, прибывшие на место происшествия, пришли к выводу, что это был несчастный случай. Несколько страховых компаний также провели расследование и дали согласие. Теперь, более 5 лет спустя, правительство пытается сфабриковать дело против этого уважаемого и законопослушного стоматолога. Доктор Рудольф с нетерпением ждет суда, где он продемонстрирует свою невиновность. Во время драматического судебного процесса Лоуренс Рудольф дал показания в свою защиту, сказав: «Я не убивал свою жену. Я не мог убить свою жену. Я не стал бы убивать свою жену». В дополнение к доказательствам мотива, страховые выплаты в размере $5 миллионов и возможное желание открыто жить с Лори Миллерон, прокуроры утверждали, что Рудольф решил убить жену, чтобы восстановить контроль над своей жизнью после того, как Бьянка Рудольф попросила право голоса в финансах пары и потребовала, чтобы Лори Миллерон, работавшая в стоматологической фирме Рудольфа с 2002 года в качестве стоматолога-гигиениста, была уволена. Адвокаты Ларри возразили, что у Бьянки и Ларри были открытые отношения, и что у Ларри не было финансовой мотивации для совершения убийства. Они по-прежнему очень любили друг друга и заботились друг о друге, и особенно о своих детях, говорится в заявлении адвокатов Ларри. То, что случилось с Бьянкой в Замбии, было трагической случайностью. В конце концов, возможно, именно случай решил судьбу Лоуренса Рудольфа. В стейкхаусе в Фениксе, где Лоуренс Рудольф и Лори Миллерон обедали в 2020 году, бармен Брайан Лавлейс подслушал, а затем дал показания о громком споре между парой. Лоуренс Рудольф и Лори Миллерон выпивали. Музыка на заднем плане мешала бармену Брайану Лавлейсу слышать разговоры, происходящие вокруг него. Но в какой-то момент музыка внезапно прекратилась. И в этой короткой тишине между песнями Ларри Рудольф прорычал: «Я убил свою чертову жену ради тебя». Рудольф, выступавший в свою защиту, возразил, что Лавлейс неправильно расслышал его, утверждая, что он сказал: «Теперь они говорят, что я убил свою чертову жену ради тебя». Дэвид Маркус, адвокат, представляющий Рудольфа на суде по делу об убийстве, отрицал, что его клиент сделал признание Лори Миллерон, заявив, что свидетель, который якобы подслушал их разговор, ошибся. Адвокат сказал присяжным, что Рудольф действительно сказал: «Они говорят, что я убил свою чертову жену ради вас». «Если это то, от чего зависит это дело, я не могу поверить, что мы пробудем здесь 3 недели», — добавил адвокат Маркус. Но 1 августа Лоуренс Рудольф был признан виновным в убийстве и мошенничестве федеральным судом присяжных в Денвере. 65-летняя Лори Миллерон, с которой он начал отношения в 2004 году, была признана виновной в лжесвидетельстве, препятствовании работе жюри, в соучастии в убийстве и в том, что она подстрекала своего бойфренда-стоматолога застрелить свою жену. 23 июня 2023 года она была приговорена к 17 годам тюремного заключения и к штрафу $250 тысяч. Лоуренс, он же Ларри Рудольф, до сих пор утверждает, что смерть Бьянки в 2016 году произошла после того, как его жена случайно застрелилась, когда пара собирала вещи, чтобы покинуть свое сафари-путешествие. Тем не менее, прокуроры представили доказательства того, что его жена не могла застрелиться с расстояния от 60 сантиметров до 1 метра. 68-летний Лоуренс Рудольф 21 августа 2023 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей жены, Бьянки Финицио. Окружной судья США Уильям Мартинес наложил на него финансовые штрафы в размере более $15 миллионов, а также дополнительный 20-летний тюремный срок, который должен был отбываться одновременно с его пожизненным заключением. Помощник прокурора США Брайан Филдс сказал судье Мартинесу, что большие финансовые штрафы для Ларри Рудольфа были необходимы, чтобы гарантировать, что у него не будет возможности отомстить, будь то через необоснованные судебные иски или найм киллеров из-за решетки. В рекомендации обвинения по вынесению приговора говорится, что убийство Бьянки Рудольф было кульминацией всей жизни, проведенной в поисках господства и контроля над другими с помощью богатства и власти. Прокуроры утверждали, что Лоуренс Рудольф построил свое состояние на мошенничестве. Говорят, что он отстрелил себе большой палец во время предыдущего визита в Замбию, чтобы получить миллионы денег по страхованию по инвалидности.
Они также утверждают, что он обманывал своих пациентов, создавая необходимость в корневых каналах, не делая пломб и не сверля отверстия в зубах, пока они спали. Стоматологическая клиника Рудольф's Three Rivers Dental Clinic в Питтсбурге, штат Пенсильвания, рекламировала, что пациенты находятся под сильным наркозом, чтобы не чувствовать боли во время процедур. Родственники Бьянки напрямую поговорили с Миллером в зале суда. Анна Рудольф, дочь Ларри и Бьянки, обвинила Миллерон в разрушении их семьи. Анна также заявила в зале суда, что, по ее мнению, Миллерон замышляла устранить ее мать, в то время как судья Уильям Мартинес сказал, что доказательства указывают на то, что она поощряла Ларри к совершению преступления. Судья также сказал, что Миллерон не проявляла никаких эмоций, когда слушала показания об убийстве и видела фотографии с места происшествия.